Всем привет! Я в следующем видео обещал показать, как сделать инкубатор с вот этим вот блоком автоматики. Но сегодня выпуск не очередной, сильно просили показать, как устроен этот блок изнутри. Итак, вот он как есть, то есть с него снята верхняя крышка, для того, чтобы бликов не было. И вот сейчас он, в максимальной комплектации, плюс часы вот здесь вот должны стоять, там немножко под другой модуль, на проводке его можно, этот модулек тоже можно подцепить. То есть представим, что они здесь. Итак, температура, влажность, через 5 секунд, дата, время. Да, сейчас 23 часа, поздно. Сюда приходит 220 вольт, вот на эти две клеммочки. Отсюда выходит нагреватель 220, увлажнитель 220 и реле на поворот. Вот сейчас у меня галогеновая лампочка стоит. Я могу продемонстрировать. Нолик на пульте нажимаю. Включилась. Выключилась. Все хорошо. Датчик температуры влажности SHT21. Это китайский клон швейцарского сенсориона. Датчик хороший, надежный. Пыли не боится, довольно точный. Сам чип маленький, поэтому у него тепловая инерция тоже небольшая. Вот, так, давайте, наверное, его выключим. Вот. Так будет лучше. Итак, начнем потихоньку разбирать. Модуль часов нужен, если нет интернета, если нет сети Wi-Fi доступной. Здесь батарейка, идет отсчет часов, то есть время выставили на страничке этого модуля, и эти часы автономно тикают, тикают, тикают. То есть система постоянно знает, сколько времени прошло. При наличии интернета модуль часов не нужен, потому что время синхронизируется по интернету. Модуль SIM. Это тоже автономный для оповещения с помощью SMS. Сюда вставляется сим-карта, вот он чип SIM800L. В принципе, ничего особенного в нем. Сюда тоже можно антенку такую же. Вот. Здесь немножко роутер далековато, поэтому пришлось поставить антенну. Вот этот модуль для автономной работы, опять же, без интернета. То есть он может принимать смс-сообщения, он может посылать смс-сообщения, он может управлять вот этой системой через тоновый набор. То есть на телефоне нажимаем кнопочки, задаем параметры, да, или с помощью смс задаем параметры, шлем. Или с помощью смс шлем запрос, и он отвечает. При наличии интернета, опять же, он не нужен, потому что смс можно слать через сайты, смс-оповещения. Дальше, лампочку я, наверное, сниму, чтобы она не мешала. По клеммам я рассказывал. Это просто 220 с увлажнителя у нас шло на, для удобного подключения лампочки. То есть один через реле коммутируется, второй отсюда. Проводок. Это только для демонстрации. Датчик отключается тоже. Вот, пожалуйста, на панельке. Естественно, это он на столе такой коротенький шнур. Будет шнур нормальный, длинный. Там 40-50 сантиметров. Вполне достаточно для бытового инкубатора. То есть будет или обычная витая пара, или телефонный проводочек с коннекторами. Дальше аналоговый вход и резистор. Сюда можно подключить любой аналоговый датчик. В частности, датчик качества воздуха очень хороший. Он анализирует там метан, углекислоту и так далее. Поэтому можно судить о воздухообмене. Можно, пожалуйста, цепляем, смотрим. Все это передается в интернет. Дальше фотоприемник. Приемник, который принимает инфракрасный сигнал от пульта. Пульт может быть любым, не обязательно этот, можно любой, обучить его на работу с любым пультом практически. С большинством, скажем так, может и не с любым. Есть хитрые кодировки, но стандартные обычные пульты, они идут. Он у нас тоже на панельке. Его можно проводком удлинить, вывести куда-то. То есть это корпус скорее демонстрационный. В готовом устройстве, наверное, он не так практичен, поэтому это все будет скомпоновано в какой-нибудь закрытый корпус. Но для демонстрации, для показа все это удобно. Дальше дисплей.
дисплей. На микросхеме MAX7219. Это стандартный готовый модуль. Микросхемка. Она занимается как бы динамической адресацией, то есть все эти циферки они по очереди включаются. Левая, правая, четверка. Этим занимается микросхема. I2C интерфейс. Хотя нет. SPI. Шина. Вот, сделана именно два разъемчика. Почему? Тут сквозные контакты. То есть какой вошел, такой вышел. И на него можно цеплять вот сюда следующий. То есть проводком или как-то мы можем увеличить число этих дисплеев там, до 4, по-моему. И можно больше информации выводить при желании. Это все в корпус монтируется, пожалуйста. Ну вот в базе вот такой дисплейчик. Дальше под ним само сердце, модуль ESP8266. Это ESP07, также можно использовать ESP12, как бы место под него есть. Вот. У него самое большее количество выведенных пинов, ну и внешняя антенна. Внешняя антенна, она тоже снимается. Вот, пожалуйста. Можно работать без нее, то есть здесь есть внутренняя керамическая антенна, можно с внешней антенной. Можно внешнюю антенну прицепить к SIM модулю. Вот она, гнездышко. Пожалуйста, вот так же точно. Для увеличения дальности приема GSM сигнала. Антенну убрали, опять же, она не всегда нужна, там где плохой Wi-Fi только. Дальше, что осталось здесь? Кнопочка Reset, понятно. Нажали, перегрузили. Хотя можно перегрузить и командой. Через get запрос, через браузер, через MQTT. Ну, много способов. Блок питания. Готовый хайлинковский блок питания. 220 на входе. От 100 до 240 на входе, 5 вольт на выходе, 5 вольт 3 ватта, вполне достаточно. Здесь входит переменка, отсюда вышла постоянка. 5 вольт у нас идет на питание реле, на светодиоды и так далее. 3-вольтовый стабилизатор, танталовый конденсатор, керамика. Это понижает с 5 вольт до 3,3 вольт для питания микросхемки, для питания датчика, потому что он питается от 3 вольт. Для питания SIM-модуля, нет, SIM-модуль питается от 4 вольт. Тут стоит специальный диод для него понижающий. Светодиодики показывают работу нагревателя, увлажнителя и поворота. Ну, поворот, то есть в одном положении включен, в другом выключен. Поворот может настраиваться как симметрично, там час включен, час выключен, так и включаться на несколько секунд для кривошипных моторов. Что значит, здесь вместо вот этого реле поворота можно поставить такое же твердотельное реле, то есть вот под него на плате место есть. Значит, с реле какая обнаружилась неприятность? На вот такой вот 50-ваттной лампочке при выключении реле происходит искрение контактов, и от этого искрения зависает дисплей. Для того, чтобы для борьбы с этим добавили резистор с конденсатором параллельно контактам реле, так называемый снаббер, цепочка для искрогашения. С твердотельным реле этого не будет. Ну, наверное, самая удобная, самая удачная конструкция — это как раз таки кривошипный механизм, когда не нужен реверс, не нужны концевики, то есть постоянно идет вращение в одну сторону, а сами лотки как маятник качаются. То есть включили на несколько секунд, сделали какое-то движение лотками, отключили, ждем заданный интервал, опять включили, опять качнулись лотки, этого достаточно. Так устроены китайские лотки, ну и мы постараемся так сделать. Что еще? Также вот сюда, вот помимо часов, можно подключать любые I2C датчики. Освещенности, ну, очень много устройств работает по I2C. Вот, в принципе, и вся конструкция инкубатора. Еще здесь разъемчик есть. Общий провод 5 вольт, 3,3 вольта. Это для питания чего-то еще. То есть, если нам надо что-то запитать внешне, вот, пожалуйста, по паре разъемов у нас есть. Все, в принципе,
больше особо ничего. Ну, вот это тоже модуль часов, это тот же самый. То есть можно его сюда ставить, но здесь как-то места для него не очень много. То есть или это проводком выводить куда-то эти часики. То есть изначально было запланировано его здесь ставить. Но, наверное, все-таки удобнее ставить сюда. Вот, то есть в следующих версиях сюда перенесено. Здесь у нас порт RX-TX. А в новых версиях платы уже будет рядом и разъемчик для часов, и разъемчик для сим-модуля. Ну, в принципе, вот, наверное, все, что еще о нем можно сказать. То есть устройство, в принципе, работает хорошо, здорово, уверенно. Давайте попробуем его теперь собрать. Температура, влажность. И сейчас первый раз времени даты нету. Сейчас через интернет синхронизируется. Уже наверняка он получил эту информацию. Да, дата, время, пожалуйста, все работает. Устройство работает. Вот сейчас влажность стоит на 67%. Синий светодиод горит. 58 реально. Попробуем подуть на него. Дую на датчик. Опрос стоит раз в 10 секунд, хотя можно поставить вот все. 70. Влажность не поднимается. То есть управление увлажнителем отключилось. 66 включилось. Все в порядке. Все работает. Также и термостат. Греем пальцами выше 37. Я, к сожалению, нагреть не могу. Ну, можем поставить поменьше. Давайте попробуем. Так, это влажность у нас. Не на ту кнопочку нажал. 5 секунд ждем. 37,7. Уменьшаем. 36. Это 35,5, наверное, сделаем. 35,4. Ждем 5 секунд. И эта уставочка запоминается. Вот. То, что я делаю с пульта, можно делать и с веб-странички, можно делать через смс-запрос. Я в следующем видео покажу, как это делать. Как данные передаются в облака, как они выглядят красиво на графиках, как они выглядят в смартфоне. Я постараюсь это все показать. Итак, 35,4. Сейчас 28. Грею термометр пальцем. 29. 33. Термостат включен. На 35,5 он отключится. Все. Нет, это влажность. Не все. Еще греем. Ну, наливаем. Все, отключился. Красный светодиод не горит. Синий не горит. Бросим. Смотрите, за сколько он вернется. Все. 34,9. 62. Очень быстрый датчик. Гораздо быстрее, чем те металлические термометры, которые герметичны. 33,9. Да, это высоковато. Сейчас 28. То есть, секунд за 40 он вернется на место. Тут еще оброс раз в 10 секунд стоит. Надо его уменьшить. Делать более часто, потому что не дает актуальную информацию. Пожалуйста. Инкубатор готовый к употреблению. Ничего лишнего в нем нету. Функционал, я думаю, и так многообещающий. Все, кто не подписан, подписывайтесь на канал. Кому интересно, ставьте лайки, комментируйте. Пишите правду, как думаете. Я ничего не скрываю. Кому не нравится, пишите почему. Спор ради спора я не приветствую. Поэтому все аргументировано, как бы должно быть. И так далее. Ладно, все, пока-пока. Ждем следующего видео по передаче данных. До свидания.